Так это про того черного кота, да? Но вот тот кот, которого мы увидели... Ой, кажется, кто-то вклинился. Так вот, тот самый черный, это все-таки не просто кот, а по верованию людей, которые проживают на данной территории, это чья-то непрекаянная душа. И очень мы сожалеем, что этот кот оказался довольно подвижным, и нам не удалось его снять на видеокамеру, все его движения, передвижения. Можно потом за кадром поговорить о черных кошках. Фильм-то не об этом совсем. Те, кто не знает, кто такой Марсель Пруст, поставьте, пожалуйста, лайк, ибо очень скоро вы это узнаете. Те же, кому это имя знакомо, тоже поставьте лайк, ибо вам удастся открыть кое-что новое. В любом случае, те, кто знают, что Марсель Пруст любил выражаться метафорически, ждем от вас комментарии. И вот одна из метафор, которую мы хотим рассмотреть, в том числе и в этом видео, о том, что книга – это большое кладбище, где порой невозможно прочесть стершиеся имена. И мы с вами, друзья, отправляемся в прекрасное и романтическое путешествие по, внимание, Миланскому мемориальному кладбищу, или точнее Cimitero Monumentale di Milano. И первым делом скажем, ну или подумаем, что кладбище – это огромная книга, которую можно читать до бесконечности, и где, в общем-то, не столь уж важны имена, сколь важен сюжет. И вот этот сюжет занимательнейший мы с вами будем разбирать. Имен, между тем, причем имен громких, прозвучавших на весь мир, и порой через технологии кино и звукозаписи, продолжающих звучать здесь великое множество. Поэт Томмазо Маринетти, человек, придумавший две основополагающие для всего XX века вещи, независимо от того, как к ним относиться, ибо на кладбище перед лицом смерти вообще не пристало выдавать оценочные суждения. Итак, две базисные вещи – футуризм и фашизм. Во что они уже не по воле Маринетти, а стараниями его прямых и косвенных последователей превратились, о том говорит вся история прошлого века и жалкая недоистория века начавшегося, но уже скомпрометировавшего себя века 21-го. И то, и другое, и футуризм, и фашизм было бурным, крышесносящим, войны развязывающим. Одно на полях книг и холстов, другое на полях сражений. Сам же Маринетти, упокоившийся в 1944 году, лежит здесь, недалеко от входа. Могила его тиха и безмятежна, как вечный сон, который уже практически никто и ничто не потревожит. Еще здесь спит мертвым сном граф Алессандро Маццони, пожалуй, самый знаменитый миланец XIX века, поэт и литератор, автор романа «Обрученные», место которого в итальянской литературе сопоставимо с «Войной и миром» в русской. Милан, и сегодня являющийся одной из мировых музыкальных и в первую очередь оперных столиц, и, как тут не припомнить, знаменитейший театр на лестнице Алла Скала. Кстати, побывать в музее этого театра вы сможете, кликнув на ссылку в описании этого видео. Так вот, Милан, естественно, уделил почетные места своего мемориального некрополя великим музыкантам. Здесь изначально был похоронен Джузеппе Верди, кстати, в соответствии с завещанием, но позже останки великого маэстро перенесли в построенную им богадельню для пожилых музыкантов и певцов, точнее в капеллу при этом заведении. Еще соавтор Верди, великий либретист Ариго Бойто, крупнейший дирижер XX века Артуро Тосканини, именно под его чувство музыки писал свои оркестровые партии Джакомо Пуччини, и лучший баритон всех времен,
Тита Руффо и лучший пианист Владимир Горовиц. А еще здесь можно встретить, и нам это удастся в рамках данного видео, великого поэта века 20-го, основоположника школы герметизма Сальваторе Квазимодо и совсем недавно в семейном склепе погребенного ученого, философа, специалиста по семиотике и средневековой эстетике, теоретика культуры, литературного критика, писателя-публициста, которого знают все хотя бы по имени Розы Умберто Эко. И это совсем крохотная часть знаменитостей, преданных этой земле, и упомянуты они лишь для того, чтобы было проще и надежнее оценить масштаб и крутизну миланского монументале. Дальше больше не переключайтесь. Стран ТВ. Канал Стран ТВ очень нравится. Где, как не здесь, среди потрясающих мавзолеев и могил, выполненных выдающимися архитекторами и скульпторами, продемонстрировавших всю историю итальянского пластического искусства от античности через Ренессанс и до наших дней, где еще так органично задаться вопросом об отношении жизни к смерти и, наоборот, предавшись неспешно медитативным рассуждениям о сущем и вечном. И первое, что приходит на ум, фундаментальный труд французского историка Филиппа Ариеса «Человек перед лицом смерти», потому как на миланском Чимитеро это лицо смерти представлено во всевозможных ипостасях. Итальянцы вообще сильно тяготеют к пластически персонифицированным формам выражения чувств и мыслей, поэтому среди мавзолеев и плит со стертыми именами огромное множество скульптур. И скульптуры эти, как правило, не окаменевшие двойники-манекены усопших, что вскользь заметим стало повсеместным явлением на российских кладбищах, особенно если дело касается богачей и знаменитостей. Здесь же изображения аллегорические, скорбные ангелы, Богоматери и, разумеется, невероятное многообразие ликов и фигур Христа. Христа страдающего, Христа воскресшего, Христа вернувшегося, Христа преображенного. И каждое изображение в силу невероятной живости и искусности. Вот ведь Италия. Тут каждый скульптор по нашим российским меркам мог бы иметь статус гения. Все непременно вступает в диалог с любым праздно-медитативно прогуливающимся тут путником. Мы же, пользуясь упомянутым трудом Ариеса, лишь манифестируем этот диалог, выведя его из кладбищенской немоты и обратив в слова. Несмотря на то, что Чимитеро Монументале сравнительно молодо, оно открылось в 1866 году, дух его, впитав в себя не одно тысячелетие истории, что протекли на этих землях, бывших некогда под властью этрусков, затем галлов, затем ставших частью империум романум, затем снова впавших в блуд средневековья и, наконец, превратившихся в королевство лангобардов, длиннобородых королей, потом ставших частью империи Фридриха Барбароссы, который, кстати, сделал Милан, тогда еще называвшийся своим латинским именем Медиолан, одной из своих столиц, а позже разрушивший его до основания за излишнюю строптивость жителей, и далее до герцогов Висконти и Сфорца, до австрийского владычества, до освободителя Гарибальди, до Муссолини и послевоенного превращения в столицу европейской моды. Дух миланского кладбища концентрирует всю историю Ломбардии, Италии, Европы, человечества. Посему, глядя на образы миланских траурных скульптур, отправимся в далекое доисторическое хтоническое время, в которое, несмотря на удаленность его от наших дней, тоже жили и даже мыслили, в том числе и о смерти, люди почти такие же, как мы. Для
архаического человека мысль «все умрем» была проста и самоочевидна, и даже ничуть не пугала его. Смерть была не просто привычной, она была, по выражению Арьеса, прирученной. Это значит, что смерть является обыденным явлением, что, в свою очередь, проистекало из полной включенности вплоть до тотального растворения человека в природе. А это, в свою очередь, предполагало тотальную гармонию не только между человеком и природными силами, но и между живым и мертвым. Отсюда и восприятие смерти как единственной неизбежности, как одной из составляющих этой самой природы и ею же природой обусловленного положения сил. Любопытно, что, зародившись в архаические времена, это отношение к смерти, к прирученной смерти, сохранялось почти неизменным в течение тысячелетий, вплоть до XIX века. При этом человек успел одушевить природные силы, приписав им разумные, волевые и даже эмоциональные начала, персонифицированные, сначала в виде разнокалиберных божеств, после с приходом христианства, а мы, находясь на территории Ломбардии, рассматриваем исключительно европейскую, следовательно, христианскую парадигму смерти. Итак, следующее персонифицированное начало надприродного Создателя и многочисленных сил небесных, серафимов, херувимов, престолов, господств и далее, согласно доктрине Дионисия Ареопагита. И не случайно эти персонифицированные силы от вочеловеченного Бога в лице Иисуса Христа до многочисленных сил Господних, прежде всего ангелов и архангелов, воплотились в виде надгробных памятников, прообразами которых были языческие алтари, поклонявшихся духам предков. Так, сформировавшийся еще в доисторические времена архетип смерти, как уход из царства живых в царство мертвых, причем с прибавлением некоего сверхчеловеческого могущества царству мертвых, благополучно дожил до создания вот конкретного монументального кладбища. Рассматривая идею прирученной смерти, необходимо отметить, что люди античной эпохи и раннего Средневековья были чужды позднейшим представлениям о страшном суде и возмездии за грехи, накопившиеся при жизни. Смерть воспринималась ими как своего рода долгий сон. Причем, параллельно с тем, как набирало обороты христианство с его идеей загробного воздаяния, усиливались и мнения о небесконечности этого долгого сна, который вскоре, ибо в раннем Средневековье представление о близости конца времен было повальным. Итак, сон этот вскоре закончится вторым пришествием и откровением новой жизни. На волне этих представлений Данте пишет свою «Вита Нову», а в европейской культуре начинает формироваться идея кладбищ не как вечных некрополей с погребальными урнами и античными саркофагами, а как пространств тишины и покоя, долгого, но все-таки временного пристанища с необходимостью близкого размещения рядышком церкви или часовни, вероятно, для того, чтобы не утруждать воскресших мертвецов долгим путем к месту божественного откровения, коим в те времена и были церковные сооружения. Отсюда и обычай хоронить покойников прямо в храмах и возводить над захороненными останками часовни с алтарями, что, кстати, на Миланском мемориальном видно наглядно, ибо здесь не просто мавзолеи и склепы, но именно часовни со всеми атрибутами, необходимыми для богослужения.
Любопытно, что появившись на смене парадигм меж Средневековьем и Ренессансом, то есть в течение второй половины XIV, первой половины XV веков, эти склепы-часовни периодически попадали в странные, иногда страшные, а иногда и смешные истории в духе незабвенного Декамерона Боккаччо. Именно в них, в этих склепах с алтарями, порой вылезал из-под земли, точнее, из преисподней, сам мессир дьявол. И именно здесь, по мнению тогдашних острословов, ему могли служить черные мессы его адепты, что впоследствии станет расхожим мемом и войдет в несколько десятков готических новелл, самыми известными из которых являются писания Гюйсманса и Таксиля. Не обошли вниманием эти истории и миланские писатели рубежа XIX-XX веков, избрав местом действия болезненно-мистических новелл именно Cimitero Monumentale di Milano, в частности, похороненный впоследствии здесь же Карло Тенко. Стран ТВ – это очень странно. Параллельно первому этапу, прирученной смерти по Филиппу Ариесу, примерно с XI-XIII веков формируется второй этап – своя смерть. Эта парадигма создается исключительно в среде интеллектуальной элиты, как духовной, так еще и в большей мере светской, и заключается в ранее отсутствовавшем представлении о суде и о тотальном воскрешении мертвецов. Теперь для высшей знати и для тех, кто к ней приближен, появляется суд, причем индивидуальный, происходящий непосредственно в момент смерти. Из этого вытекают как минимум две вещи. Во-первых, необходимость правильной церемонии похорон, от предсмертного соборования, отпущения грехов до послесмертного отпевания и правильного захоронения. Во-вторых, если ранее покойные в смерти растворялись во времени небытии, то теперь и по ту сторону жизни они сохраняют свою индивидуальность, что тоже влияет на формирование кладбищенской культуры в Западной Европе. Она, эта культура, придает надгробным монументам, ранее могущим быть простыми плитами, даже без указаний имен и званий похороненных, необходимость выведения не только имен и дат, но и послужных списков умерших, по крайней мере тех, чьи родственники или в ряде случаев общество, сограждане могут заплатить. И венец этого дела – появление пластических образов, либо скульптур, изображающих погребенных, либо ангелов, оплакивающих их кончину, или же забивающих последний гвоздь в крышку гроба, как на одной из скульптур, которую вы уже видели. И то был ангел смерти. Так из пространств священных земель с общим погребением, без членения на имена и звания, ибо все объяты общей судьбой, кладбища, некрополи превращаются в подобие обычных городов, где каждому поименно уготовано отдельное вместилище, навеки вечные. А если и нет, то на очень долгий срок, ибо уже в раннем Ренессансе идея о скором втором пришествии сильно потускнела и была отодвинута в далекое будущее. Разумеется, тут мы говорим лишь о просвещенных европейцев. Большая же часть жителей Европы в целом, и в Ломбардии в частности, все еще пребывала в той первой стадии общей прирученной смерти. Но и этот этап не последний, пережив Ренессанс, объединивший, по сути, оба предыдущие этапа, научив воспринимать смерть и как объективную неизбежность, и как нечто глубоко индивидуальное, глубоко интимное, эпоха просвещения, начавшаяся в XVII и длящаяся весь век XVIII,
формирует новую парадигму, которую Арьес характеризует как смерть далекая и близкая. Человек уже полностью выпростан из природы, более того, стоит над природой и ей, природой, пытается повелевать. И тут наступает полный крах гармонии. Взвинченная до предела индивидуальность уже более не сдерживает своих порывов. Секс и смерть становятся основными инстинктами, теми самыми Эросом и Танатосом, о которых впоследствии высказался отец психоанализа Зигмунд Фрейд, придав им значение базисных понятий человеческой сущности. В эпоху Просвещения основной фигурой, сформировавшей философское представление о бурях, порождаемых Эросом и Танатосом, был незабвенный Донасьен Франсуа Маркиз де Сад. Именно с этого момента смерть представляется не просто значимым явлением, а настоящей катастрофой. Наконец появляется еще неосознанный, животный, первобытный, хотя на деле сформировавшийся благодаря развитию цивилизации, вот ведь парадокс, страх смерти. И это, разумеется, находит отпечаток и в погребальной культуре. Если раньше скульптурные изображения на надгробиях были исключительно смиренными и благостными, то теперь бунтующий человек, по выражению Альбера Камю, который опознал де Сада как первого осмысленного, первого философского бунтаря в истории, да, теперь бунтующий человек даже в памятниках пытается бороться со смертью, ибо смерть есть конец его индивидуальности, конец его мира, конец всего. Так появляются надгробия, полные обреченности и страдания, полные трагической безысходности. Отношение к смерти становится предельно сентиментальным, о чем свидетельствуют слезовыжимательные метафоры, появившиеся именно в этот период. И здесь уже видна дисгармония. Люди начинают откровенно бояться смерти, точнее, не принимать ее. И отсюда всего один шаг до 4-го этапа восприятия смерти по Филиппу Арьесу, который он окрестил «Смерть твоя». Это 19 век, и это длится по сей день. И это самое трагическое, самое катастрофическое, самое страдательное восприятие смерти. В искусстве эта парадигма совпадает с эпохой романтизма, со всеми этими Шубертами и Вагнерами, с Гофманами и Гюго, с Новалисами и Гильдерлинами. В общем, на первое место выходит трагедия. Главный мотив – это плач. Сплошь эмоции и никакой меры. Смерть даже не столько пугает. Точнее, своя смерть пугает не столько, сколько смерть близкого и любимого существа. И смерть переживают, потом смерть приближают ради воссоединения с близкими и любимыми, и это время самых интересных, самых ярких, самых чарующих и интригующих надгробий. И это время как раз формирования старейших участков Миланского Чиметера Монументали, который во многом сделало это кладбище таким любопытным. И вот этот, казалось бы, финальный этап парадигмы — человек, смерть, вобравший в себя в снятом виде все предыдущие, столь блистательно представленный на Миланском монументальном кладбище, тоже оказался не последним, хотя, по правде говоря, уже куда было двигаться и стремиться, если смерть, по сути, не что иное, как чистое небытие, жизни неведомая, обрела уже все предикаты, присущие именно что жизни, в надгробных памятниках оказалась возведенной к абсолюту красоты. Но тут
случился век 20, в корне изменивший не только прежние парадигмы человечества, включая науку, технику, политику и даже искусство, но изменивший и саму природу человека. Увы, отнюдь не в лучшую сторону. Итак, вот он, пятый этап развития отношения человека к смерти, названный Ариесом «Смерть перевернутая», этап плоть от плоти страшного и стремительного 20 века. Человек больше не способен мириться с идеей смерти. Его больше не утешает то, что смерть неизбежна и потому привычна. Больше нет прирученной смерти. Смерть вообще всеми силами вытесняется из общественного сознания. Само упоминание о ней становится неприличным, даже постыдным. И вот, кстати, именно здесь хочется передать привет всем тем, кто не досмотрели фильм до этого момента, продемонстрировав свою временную приверженность, так как здесь начинается самое важное. На финальном этапе человек пытается внушить себе и окружающим, что смерти вообще не существует, или, во всяком случае, делает вид, что так думает, и ведет себя соответственно. А парадокс в том, что именно в 20 веке и его нелепом пока что продолжении веке 21 смерть, вытесненная за рубежи сознания, начинает жестоко мстить. Что мы сегодня имеем? Технику, ускоряющую все вокруг, приближающую и сокращающую расстояние, экономящую время, оптимизирующую труд, медицину, научившуюся справляться с большей частью болезней, ранее считавшихся смертельными, рост благосостояния, наконец. А жизнь в итоге стоит все дешевле. Ценность ее жизни, определявшаяся в прямом смысле смертью, теперь, когда смерть стала неприличной, уже ни на что не опирается. Жизни, тысячи, миллионы жизней, просто так, безо всякого повода, швыряются в горнило войн и революций, которые не утихали весь 20 век. И, что совершенно поразительно, эти колоссальные жертвы сопоставимы со всеми вместе взятыми предшествовавшими эпохами. Они уже давно не вызывают ни шока, ни ужаса, ни даже серьезной грусти. И надгробие вот конца 20-го, начала 21 века, когда парадигма тотального вытеснения смерти из сознания практически стала доминирующей, становятся все более формальными и холодными, лишь тщательно, хотя не слишком удачно, копируя приемы века XIX. В итоге же современные кладбища оказываются чем-то бесконечно скучным и унылым, как кабинет начальника, в который, если и вызывают, то не для того, чтобы похвалить или поощрить, но исключительно, чтобы распечь и оскорбить. И, думая о том, как изменилась парадигма отношения человека к смерти, невольно приходишь к мысли, которую коротко можно выразить знаменитыми словами Гамлета: «Порвалась дней связующая нить, и я не знаю, как мне их соединить». И ведь действительно, вплоть до конца XIX, начала XX веков человек не мыслил себя в изоляции и забвении. Он был частью вечного временного потока. Он был наследником предков не только физически и имущественно, но и социально. Великий французский историк Жак Легоф, один из основоположников и лидеров исторических анналов, утверждал, что в Средневековье
А под этим термином он понимал огромную протяженность времени от упадка античности и до эпохи Просвещения, то есть с V века нашей эры и до начала XVIII века. Так вот, Легов был убежден, что средневековое общество своей устойчивостью обязано прежде всего жесткой социальной стратификации, отсутствию того, что мы называем социальными лифтами. Человек, принадлежавший воинскому сословию от безземельных рыцарей до крупных феодалов, включая королей, самим фактом рождения в определенной семье был определен в свою же среду, в свое сословие, и ни при каких условиях не мог его покинуть. Также и мастеровые, сын, внук, правнук сапожника, пекаря, винодела и так далее, неизбежно оставались в той же профессии, с такой же неизбежностью, получая от отцов навыки семейного профессионализма. И, как следствие, само понятие профессии, цеховая принадлежность, определенное при рождении и не менявшееся до смерти, повышало общий профессиональный уровень средневекового человека на высоту, ныне, увы, практически недостижимую. Отщепенцы, конечно, были, пытавшиеся поломать вековые устои, но практически всегда в те времена терпевшие неудачи и предаваемые забвению, из чего и следовала жесткая преемственность. У каждого был предшественник и преемник, и это касалось не только материальной стороны дела, но и духовной, вплоть до того, что люди, занимавшиеся магией и ведовством, точно так же, как и прочие, передавали знания и опыт, и даже и о том есть множество документальных свидетельств, частички собственных душ, то, что римский поэт Гораций называл «лучшая часть меня». Уходя в мир иной, они, люди Средневековья, с одной стороны, оставляли миру этому все, чем владели, включая духовные ценности, уходили чистыми и в каком-то смысле налегке, с другой стороны, оставались в памяти потомков, как часть непрерывной цепочки или, ежели угодно, ленты бытия. И смерть совершенно естественным образом была имманентной частью этого коллективного бытия. И отеческие могилы были отметками, ориентирами на этой метафизической ленте. Оттого и старались потомки увековечить память о предках наилучшим образом, но в меру силы возможностей. И тут к месту вспомнить знаменитое изречение Анаксимандра, самое первое философское высказывание в человеческой истории. В русском переводе оно гласит: «Откуда вещи приходят, туда же и уходят, платя долг и пени за причиненное бесчинство». Слово «бесчинство» здесь, разумеется, не несет никакого негативного смысла, ибо чин – это и есть длящееся непрерывное коллективное бытие, которое для каждого человека и для каждой вещи вечно, но его явление ограничено временем, а бесчинство – своего рода разрыв, явление на свет и пребывание на нем человека или вещи. Каждый человек таким образом является из вечности и уходит в вечность, а этот уход и есть и долг, и пеня, но его явление, как некая точка, ориентир, остается в памяти, которую фиксируют погребальные обряды и надгробные монументы. Упадок же этой культуры надгробий как раз и есть показатель не просто наступления пятой парадигмы отношения к смерти, парадигмы смерть уничтожающей и обрекающей забвению, но еще и показатель разрыва непрерывности бытия, отпадения от вечности, тотальная деградация человеческого существования, которая, увы, не просто происходит, но стремительно углубляется на наших глазах. Остановить эти процессы мы не можем. Более того, сами являемся частью их.
И если бы даже предположить возможность возвращения к идеалам Средневековья, о чем мечтал в свое время Николай Бердяев, мы едва ли б на это согласились. Уж слишком комфортной кажется нам современная жизнь, не привязанная ни к памяти предков, ни к ответственности за потомков и преемников. Уж слишком привыкли мы находиться в состоянии холодной войны против всех. Все, кстати, заметили, что кладбище не просто место встречи бытия с небытием, а надгробья не только символические выражения изменяющихся парадигм отношения человека к смерти, но еще и кладовая человеческой памяти. Недаром надгробия также именуют мемориалами от латинского memoria – память, и памятниками. Впрочем, это просто русская калька со слова «мемориал». Память отдельно взятого среднестатистического человека коротка и ненадежна. Настолько ненадежно, что постоянно выдает ошибочные воспоминания или псевдореминисценции, чего стоит хотя бы пресловутый феномен Манделы. Но кладбище – материальное воплощение этой памяти как отдельных людей, так и коллективов, памяти разных эпох. Кладбища не лгут. Именно находясь на кладбище, и вот в частности на этом, понимаешь о людях и их вкусах гораздо больше, чем листая старую прессу, читая романы, изучая быт и моды прошлых веков. Расцвет вкусов, полнота бытия, яростное сопротивление беспамятству, отлитое в бронзе, вытесанное в мраморе и граните, выложенное из кирпича. Все то, что отмечало позапрошлый век, когда человечество, с одной стороны, достигло сравнительно высокого технического уровня, с другой, этот уровень был вполне человеческим, вполне осмысляемым и комфортным. А прогресс, так называемый прогресс рубежа XIX-XX веков, сильно повлиял на воплощение памяти и на ощущение комфортности жизни. Те же скульптуры, та же стилистика, что и век назад, но гораздо изощреннее, гораздо болезненней, а в чем-то и примитивней. Человечеству явно стало не хватать двух основополагающих вещей – времени и спокойствия. Самые красивые стихи написаны на камнях, утверждает итальянская поэтесса и писательница, лауреат премии Монтале Альда Мерини, покинувшая мир живых в 2009 и пришедшая в этот мир в 1931, выкурившая за свою жизнь несметное количество сигарет и проведшая последние годы жизни в нищете и одиночестве. Открыта пачка сигарет листом табачным, затяжка обыкновенного отсутствия в твоей повседневности. Ты знаешь, как приятно слышать, что я нужна тебе, особенно когда ты этого не слышишь. Сигареты определенно жестоки, но язык поэзии заключается в следующем. Молчание утомительно долго после затяжного поцелуя. Понятен ли нам этот метафорический язык в переводе на русский? А этот? Самые красивые стихи написаны на камнях. Отзываясь в коленях, они кажутся уму вечной тайной. Самые красивые стихи написаны предопустевшим жертвенником в окружении адептов божественного безумия. Верно, 6 душевно больных преступников. Для вас что стихи человечества? Стихи собраны в библейские пророчества и стали 6 братьями Ионны. Но земля обетованная
надвигается, где золотые яблоки и древо познания, и Бога никогда не свергали и не предавали анафеме. Но да, зато вы прокляты, наблюдаете со стороны час за часом, потому что упали в подвешенном состоянии, откуда стремящимся обратно отказано в выживании. А между тем эти строки имеют самое прямое отношение к месту нашего сегодняшнего паломничества, где величественность надгробий века XIX сменяется суетливой тревожностью монументов XX века, причем по мере движения вперед к нашему времени кладбищенские монументы становятся все более тревожными и суетными, и одновременно примитивными. И это не только признак изгнания смерти на периферию обыденной жизни, но и уход в забвение самого бытия. Перестав мириться со смертью, человек постепенно перестает ее уважать, что приводит к онтологической беспамятности и девальвации самой человеческой жизни. И все это на фоне яростно пропагандируемого технического прогресса, тотальной цифровизации мира и якобы продолжительности и качественности существования и прочее, и прочее. Человеческая жизнь становится все дешевле, а смерть становится чем-то проходным, незначительным, как и современные надгробия, чем-то безликим и беспомощным, неспособным на пробуждение чувств и мыслей. И потому гораздо комфортнее прогуляться по старинному, тщательно охраняемому от нелепых памятников кладбищу, будь то парижская Пер-Лашез, некрополь Александра Невской лавры в Петербурге или будапештская Керепеши, будь то миланская Чимбетеро Монументале, ощутить незамутненную, не истраченную бешеными ритмами и цифрами 21 века полноту бытия. Здесь, рядом с этими великолепными монументами, жизнь снова приобретает свое исходное значение, ведь жизнь обретает ценность и смысл, когда осознается, а осознание — это не просто некая промелькнувшая мысль, а целый фильм.